Вы уже знаете, что такое дефект, знаете, что такое баг-репорт и его основные атрибуты, слышали про багтрекинговую систему Jira, но недостаточно опыта и практики с примерами? Тогда сегодня мы это исправим. Меня зовут Игорь, и вы снова на канале QLabs. Поехали! Сегодня мы создадим баг-репорт на практике с примерами с помощью двух основных инструментов. Это Jira и таблица. Итак, первое. Давайте создадим баг-репорт с помощью таблицы. Для первого инструмента выберем с вами Google таблицы. Это очень простой, бесплатный, дешевый способ для того, чтобы создавать не только баг-репорты, но и также чек-листы и тест-кейсы. Помимо прочего, с такими таблицами могут работать несколько людей параллельно. Поэтому вы можете предоставить доступ другим тестировщикам на проекте, либо менеджерам, либо разработчикам. Итак, для начала давайте создадим структуру для наших баг-репортов. Первая колонка – идентификатор. Это будет порядковый номер наших баг-репортов. Второй – заголовок. Следующее – дата создания. Creation date. Дата, когда мы создали наш баг-репорт. Автор – тот, кто нашел дефект. Далее ответственный – тот, кто будет исправлять этот дефект. Статус – на какой стадии находится наш дефект. Далее приоритет и severity. То есть скорость исправления нашего дефекта и уровень его влияния на систему. Дальше preconditions. Предварительные шаги, если они необходимы для выполнения. Дальше шаги к воспроизведению, steps to reproduce, actual result и expected result, то есть фактический и ожидаемый результат, что произошло по факту и чего мы ожидали. Так, далее может быть sprint, в котором необходимо исправить этот дефект. Следующая среда, в которой мы нашли наш дефект. Далее версия, в которой был найден наш дефект. И можно добавить версию, в которой он был исправлен. Можно добавить еще компонент, комментарии и приложения, attachments. Итак, структура у нас создана. Давайте теперь разберем на конкретном примере. Для начала укажем идентификатор. Допустим, это может быть аббревиатура вашего проекта плюс номер по порядку. В нашем случае представим, что слово баг-репорт, возьмем букву BR и нумерация 001, первый. Следующее заголовок. Представим, у нас есть онлайн-магазин, и мы добавили товар в корзину стоимостью $10. Мы увеличили количество единиц на 2, но при этом сумма заказа осталась равна 10. Согласно требованиям, она также должна была увеличиться в 2 раза. Опишем по принципу где, что, когда. Можно описывать, в каком месте юзер-интерфейса наша проблема. Дальше, что именно происходит не так, либо не согласно требованиям, либо не происходит. И при каких условиях. Речь идет про корзину и про оформление товара, но это мы можем указать в отдельном поле компонент, чтобы не добавлять лишних слов в заголовок. Поэтому сосредоточимся на основной проблеме и при каких условиях это происходит. Допустим, не изменяется сумма заказа при изменении количества товара в корзине. Немножко поправим отображение нашего заголовка. Creation date, допустим, 01.01. Автор. Указывайте ваше имя и фамилию. Ответственный. Статус, в котором будет находиться ваш дефект на конкретный момент времени. Допустим, пока он не взят в работу, он может быть в статусе Open. Приоритет. Насколько быстро нужно исправить такую проблему. Следующее severity. Уровень серьезности. Так как можно сказать, что для бизнеса эта фича важна с точки зрения доходов, поэтому severity тоже можно поставить critical. Preconditions – некие предварительные шаги, которые нужно выполнить перед тем, как приступить к основным шагам по воспроизведению дефекта.
Допустим, первый шаг, можем перейти на нужную нам страницу или сайт. Второй шаг. В нашем случае необходимо добавить товар в корзину. Если это касается любого товара, то мы добавляем любой. Если это касается конкретного, да, то указываем конкретный товар. И после перейти в корзину. Наши preconditions готовы. Далее приступаем к нашим основным шагам. Немного подровняем. Итак, первый шаг у нас заключается в том, что мы должны увеличить количество товара. Допустим, чаще всего это кнопка плюсик, либо ввод количества товара. Тут уже в зависимости от юзер-интерфейса мы указываем, куда мы кликаем, да, или что мы вводим с клавиатуры. Допустим, клик по кнопке плюс. Да, и можно добавить описание. Увеличить количество товара. Есть. Исходя из этого шага, мы чего-то ожидаем. Теперь мы пишем фактический результат, что по факту произошло. Да, наша сумма заказа не изменилась при увеличении количества товара. Также, если у нас хорошо описан заголовок с подходом где, что, когда, можно просто скопировать заголовок нашего баг-репорта. И ожидаемый результат. Что мы ожидали после таких действий. Да, либо то, что должно было произойти согласно требований. Согласно требованиям должно было произойти следующее. Общая сумма товара изменяется согласно увеличению количества товара. Есть. Дальше остались дополнительные поля, которые мы заполняем, исходя из текущего процесса. Допустим, спринт 1. Если мы работаем в спринте 1, то мы так и указываем. Спринт 1. Environment. Сюда мы указываем, в какой среде был найден дефект. Если это, допустим, браузерное приложение, то мы указываем версию нашего браузера. Допустим, там возьмем для примера что-то и указываем конкретную версию браузера. Далее affected version, версия, в которой был найден дефект, допустим, версия 0.1. Потенциально, если он будет исправлен в следующий, да, то мы здесь потом укажем версия 0.2, когда он будет исправлен. Компонент. Здесь мы указываем, в каком компоненте был найден дефект, для того, чтобы дальше удобно было сортировать все ваши дефекты в списке. Допустим, это касается у нас корзины. Комментарии. Если необходимо, мы заполняем дополнительные комментарии. И attachments прикладываем какие-то скриншоты, либо запись видео с экрана в момент воспроизведения нашего дефекта. Давайте заполним еще один пример по тому же принципу. Номер у нас порядковый. Следующий дефект, к примеру, будет касаться того, что наша страница не переводится при изменении языка на сайте. Так и пишем, не изменяется язык перевода. Если это касается всех страниц, то так и оставим. Если касается конкретной страницы, тогда мы указываем конкретные страницы. Можно скопировать предыдущие дополнительные параметры, как creation date, автор и ответственный. Далее приоритет и severity. Здесь все зависит от того, насколько важен этот перевод. Если это не основной перевод сайта, тогда можно все понизить, и приоритет, и severity. Если это важный язык сайта, тогда приоритет, конечно, будет высоким. Но с точки зрения severity и влияния на систему в целом, это тривиальный дефект. Представим, что это не основной язык сайта, поэтому поставим low приоритет и severity trivial. Preconditions. Здесь мы указываем снова-таки, куда мы переходим, на какой сайт, можем скопировать шаги из предыдущего баг-репорта, перейти на сайт, это оставляем. Далее, допустим, добавим таких важных деталей, что пользователь
должен быть не авторизован. Да, это условие воспроизведения нашего дефекта. Шаги. Что нам необходимо сделать? Нам нужно выбрать язык и попробовать его еще раз переключить для того, чтобы удостовериться, что он не работает. Допустим, первый шаг. Выбрать язык. Второе. Выбрать язык английский. Actual result. Что мы ожидали в таком сценарии? Можем коротко указать, что в целом наша локализация не работает. Смена локализации не работает. И что мы ожидали согласно требованиям? Что должен отобразиться украинский перевод страницы. Все остальное заполняем по тому же принципу. Если это произошло в первом спринте, то мы указываем первый спринт, указываем браузер, в котором мы это нашли, указываем версии, в которой был найден и в которой будет исправлен дефект. И здесь мы можем указать компонент, если это касается конкретной страницы, допустим, главной, да, тогда мы указываем название этой страницы. Либо общий компонент как General, либо сайт. Точно так же комментарии, если необходимо, добавляем и прикладываем скриншот экрана, либо запись видео с экрана в момент воспроизведения данного дефекта. Теперь давайте посмотрим на разницу, если мы пользуемся инструментом Jira, а не таблицами. Это уже бэктрекинговая система, в которой можно также создавать баг-репорты и уже полноценно отслеживать их с помощью подручных инструментов в Jira. Давайте заведем те же примеры, но в Jira. Итак, в Jira я уже все заготовил. Детальный обзор бэктрекинговой системы Jira мы сделаем в отдельном видеоуроке. Но сегодня создадим баг-репорт с помощью Jira. Нам нужна кнопка «Создание», через которую мы создадим. Итак, проект наш тестовый. Дальше мы выбираем тип. Нас интересует не story, а дефект. И по тому же принципу мы заполняем все необходимые поля, но теперь уже в Jira. Итак, наш первый дефект. Не изменяется сумма заказа при изменении количества товара в корзине. Далее, description. Наше основное поле, где мы заполняем и precondition, steps to reproduce, actual и expected result. Также по необходимости можно добавить в description любую другую информацию, картинки и прочее. Все, что будет полезно для разработчика при исправлении этого дефекта. Поэтому первое, preconditions. Перейти на сайт, допустим, test.com. Второе, добавить любой товар в корзину. Третье, перейти в корзину. Дальше, steps to reproduce. По тому же принципу мы указываем шаги. В нашем случае это клик по кнопке «Увеличить количество товара». Дальше фактический результат и ожидаемый первый actual result. Я нумерую actual и expected result, потому что у вас может быть несколько ожидаемых и фактических результатов, которые важно упомянуть при воспроизведении данного дефекта. Так, в нашем случае фактически сумма товара не изменилась при увеличении количества товара. Expected result – то, что мы ожидали согласно требованиям. Общая сумма товара изменяется согласно увеличению количества товара. Также вы можете добавлять конкретные цифры, если они важны при воспроизведении. Далее, приоритет. Приоритет мы уже выставляли. Critical и Severity. Critical, поэтому здесь можем выбрать самый высокий, допустим, приоритет. Severity, в нашем случае Critical. Environment, среда, в которой мы это нашли, это был у нас Google Chrome. Указываем его версию.
Далее affected version. Версия, в которой был найден. Fixed version. Когда он будет исправлен, мы здесь укажем версия 2. Компонент. Можем указать, что это наша корзина. Можем указать тип дефекта. Это веб, десктоп, или это веб мобайл, или это mobile native. Для того, чтобы потом удобно было сортировать дефекты, касающиеся только браузера, допустим, десктопного, либо только мобильных браузеров. И точно так же, если это, допустим, мобильное приложение, которое было установлено. Поэтому здесь мы можем добавить несколько лейблов. Допустим, это будет веб и десктоп и mobile. Таким образом мы показываем, что эта проблема воспроизводится как на лэптопах, так и на мобильных устройствах в браузере. Далее, assignee. Мы указываем здесь конкретного ответственного, помним. Оставим пока что автоматически. Дополнительные лейблы, если нужно указать какие-то метки. Также можем придумать систему меток для того, чтобы удобнее было находить и фильтровать, сортировать ваши дефекты. Sprint. Указываем первый, допустим. Можно указать оценку в storypoint'ах, либо в часах. Эти все поля дополнительно настраиваются в Jira при создании проекта. Поэтому полей здесь может быть разное количество в зависимости от потребностей. Далее, репортер RV. Это автоматически проставляется системой. Также автоматически проставляется дата создания и дата обновления. Если нужно прикладывать какие-то скриншоты, мы добавляем через эту кнопку и выбираем со своего компьютера. Далее, Linked Issues. Мы можем указать ссылки на дефекты, связанные с этим, либо указать ссылку на связанные требования с этим дефектом. Допустим, у нас будет отдельная задача на разработку корзины, поэтому лучше всего прилинковать все найденные дефекты по корзине к этой задаче, для того, чтобы можно было зайти в саму задачу и также в Jira увидеть список всех дефектов, найденные разными тестировщиками. В нашем случае это корзина. Допустим, находим необходимый Epic, либо User Stereo. И на этом, в принципе, все. Можем создать еще один для примера, поэтому можно поставить сразу галочку Create Another Issue, создать. Значит, мы видим, что у нас один создан. Можем его открыть в новом окне и после посмотреть. Так выглядит наш баг-репорт после создания. Здесь наш заголовок. Если мы где-то ошиблись при заполнении, мы можем кликнуть на это поле и его сразу же отредактировать. Также меняется description, либо другие поля, которые мы недозаполнили, либо заполнили некорректно. Все это можно отредактировать. Так выглядит теперь наш баг-репорт. Мы видим, что у нас здесь Linked Issue есть ссылка на наши общие требования, куда мы можем перейти и увидеть потом весь список дефектов, точно так же прилинкованных к этой задаче. Возвращаемся к созданию второго примера. Сделаем все тоже по аналогии. Вернемся к нашему дефекту, где у нас не изменяется язык перевода сайта. Не изменяется язык перевода. Preconditions. Перейти на сайт. Указываем адрес сайта. Далее указываем дополнительные какие-то важные предусловия. Допустим, пользователь не должен быть авторизованным. Далее переходим к нашим шагам к воспроизведению. Steps to reproduce. Выбрать язык украинский. Второй шаг — выбрать язык английский. Если у вас выбор языка спрятан где-то в главном меню, то, естественно, нам нужно указать каждое действие, которое мы выполняем либо мышкой, либо с клавиатуры. Допустим, клик по главному меню и выбрать перевод. То есть все зависит от того, сколько шагов вам нужно сделать, то есть неких атомарных независимых действий для того, чтобы воспроизвести конкретную причину. Также можно сокращать и некоторые тривиальные вещи описывать единым шагом, а не расписывать на 20 шагов. Далее, actual result, что фактически произошло не так. Значит, у нас в целом смена локализации не работает. И expected result, чего мы ожидали согласно требованиям.
должен отобразиться украинский перевод страницы. Выделяем наши блоки, чтобы было более читабельно. И дальше приступаем к заполнению второстепенных полей. Priority и Severity в нашем случае был низкий и низкий. Допустим, Google Chrome оставляем. Далее Affected Version. Указываем версию снова, в которой был найден дефект. Потом, когда он будет исправлен, мы укажем Fixed Version, когда будем перепроверять этот дефект. Компонент можем указать General, который будет касаться всех страниц и всех модулей на сайте, да, либо в системе. Тип снова таки указываем, это касается только веб, десктоп и мобайл, либо это касается и нативного приложения. Assignee указываем, кто будет отвечать за исправление этого дефекта среди разработчиков. Дополнительные лейблы, если нам нужно придумать еще что-то для фильтрации наших дефектов. Sprint также указываем sprint, в котором был найден, либо если это sprint, в котором он должен быть исправлен, тогда мы указываем, да, конкретный sprint, текущий. Story points снова таки, если нужно оценить этот дефект в story point'ах, либо в часах указываем. Репортер автоматически добавляем, прикрепляем снова таки скриншоты, либо видео с записи экрана в момент воспроизведения данного дефекта, чтобы разработчику было легче понять, о какой проблеме идет речь. Ну и также добавляем ссылки на необходимые требования, либо если дефект касается всего сайта, можем его не линковать конкретно user story, а создать, допустим, отдельную задачу, либо оставить без перелинковки. И создаем. Наш дефект снова таки добавился в список, но более детальный обзор Jira мы разберем в следующих видео. Посмотрим не только баг-репорты, но и другие типы задач, которые могут здесь быть, а также как ними управлять. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше интересных и полезных видео. Ну а мы с вами увидимся в следующем выпуске.